Всем привет! В этом ролике вяжем вот такой интересный необычный узор. Такие шишечки, розочки с вытянутыми петлями. Узор эластичный на основе резинки 2 на 2. Отлично подойдет как для вязания шапок, так и для вязания плечевых изделий. Вяжется очень просто. Раппорт для узора при вязании поворотными рядами 8 петель плюс 4 для симметрии. При вязании по кругу 8 петель. Мы будем вязать из пряжи от Fibra Natura Shepherd's Own. В переводе означает «собственность пастуха». В составе стопроцентная неокрашенная шерсть, поэтому в палитре пряжи только натуральные оттенки. Пряжа представляет собой пасму. Здесь на 100 грамм 230 метров. Рекомендуются спицы 4,5-5,5 мм. Я вязала на спицах номер 5. Пасма – это по сути кольцо из пряжи. Такое большое, сложенное вдвое. Вот эти нити, удерживающие пасму, мы разрезаем и перематываем пасму в моток. Это можно сделать вручную или при помощи моталки для пряжи. Если вы сразу начнете вязать из пасмы, то нить может очень сильно запутаться. Пряжа не рекомендуется для вязания шапок для людей с чувствительной кожей. Здесь присутствует такая колкость, колючесть шерсти, но она отлично подойдет для вязания теплых изделий. Или, например, мы можем связать отлично греющую, обладающую лечебными свойствами бактус или шаль для поясницы. Также мы можем связать теплые шерстяные носки на зиму. Возвращаемся к нашему узору. Набрали нужное количество петель. Кратное 8 плюс 4 для симметрии, если вяжем поворотными рядами, плюс 2 кромочные. В самом начале работы нам надо провязать 3 подготовительных ряда. Один изнаночный, один лицевой и еще раз изнаночный. Эти 3 ряда мы будем вязать по рисунку, по узору. 1 лицевая, 2 изнаночные, лицевая. И так будем повторять до конца ряда. Лицевая, 2 изнаночные, лицевая. Второй и третий ряд вяжем так, как у нас лежат петли. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Представим, что я сейчас вяжу третий ряд. 1 лицевая, 2 изнаночные, лицевая. Вот здесь в начале вязания у меня провязаны 3 подготовительных ряда. И далее мы начинаем узор с вытянутыми петлями. Кромочную снимаем, провязываем 1 изнаночную. Далее нам надо найти перемычку между 2 лицевыми и изнаночной. Первая перемычка здесь, и нам нужна вторая. Вводим спицу под вторую перемычку, вытягиваем петлю рабочей нитью. Далее накид, 1 лицевая, накид, лицевая. Узор у нас формируется в шахматном порядке. Провязываем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и снова узор с вытянутой петлей. Находим вторую перемычку между лицевыми и изнаночными. Вводим спицу сюда, вытягиваем петлю, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и снова вытягиваем петлю. 2 лицевые пропускаем, находим вторую перемычку, вытягиваем петлю, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и еще один раз повторим узор под перемычку, вытянули петлю, накид, лицевая, накид, лицевая. В конце ряда 1 изнаночная и кромочная. Второй ряд провязываем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Накиды провязываем тоже изнаночной. То есть у нас здесь лицевая, 5 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 5 изнаночных. Довязываем ряд до конца. Третий ряд. Кромочную снимаем. 1 изнаночная, 1 лицевая, 4 лицевые, провязываем вместе лицевой за заднюю стенку.
2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, снова 1 лицевая, 4 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стенку, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, 4 петли провязываем вместе, довязываем ряд. Из этих 5 петель 1 лицевая и 4 петли провязываем вместе, изнаночная и кромочная. У нас сформировались вот такие шишечки. 4-й ряд провязываем по узору: лицевая, 2 изнаночные, лицевая, довязываем ряд. В следующем ряду шишки формируем в шахматном порядке. Вот здесь, здесь и здесь. То есть провязываем 1 изнаночную, 2 лицевые, 2 изнаночные, ищем вторую перемычку между лицевыми и изнаночными, вытягиваем петлю, накид, лицевая, накид, лицевая. То есть все то же самое. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, находим вторую перемычку, вводим в нее спицу, вытягиваем петлю, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее нам нужна вторая перемычка, петля, накид, лицевая, накид, лицевая. Довязываем ряд. Шестой ряд провязываем по узору: над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные, накиды провязываем изнаночными. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 5 изнаночных. Вяжем таким образом до конца ряда. В 7-м ряду нам надо прийти к изначально набранному количеству петель. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая и 4 петли вместе лицевой за заднюю стенку, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, 4 петли вместе. Так вяжем до конца ряда. Две изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная в конце и кромочная. 8-й ряд мы провязываем по узору: лицевая, 2 изнаночные, лицевая, и далее повторяем 8 рядов в высоту, формируя шишечки в шахматном порядке. Вот такой интересный, необычный, несложный узор для ваших изделий. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео.